Чингук из BTS шокировал аэропорт. Его загадочное путешествие в Россию раскрыто. Привет, армии по всему миру. Добро пожаловать обратно на этот канал. Место, где мы не просто празднуем. Культовые выступления BTS, захватывающую дух музыку или рекордные награды. Нет, здесь мы идем глубже. Мы исследуем скрытые слои, тайны за заголовками и неожиданные повороты. Жизни участников, которые заставляют миллионы сердец биться в предвкушении. И сегодня один из таких моментов захватил мир. И снова в центре внимания. Сам золотой магни, Чингук. Недавно его заметили в международном аэропорту быстрым шагом. В простой одежде, но излучающим ауру, которую невозможно скрыть. Сверкали вспышки камер, фанаты ахнули, и социальные сети взорвались. Но что шокирует больше, чем его появление в аэропорту, так это домыслы. Вокруг его пункта назначения. Теперь повсюду ходят слухи, что таинственное путешествие Чингука ведет его в одно место — Россию. Да, в Россию. В пункт назначения, который кажется необычным, неожиданным и полным возможностей. И от одного этого слова интернет загорелся. Атмосфера. В аэропорту. Давайте на мгновение оживим эту сцену. В то утро в аэропорту царил привычный хаос, разносились объявления, семьи прощались, пассажиры спешили к своим выходам на посадку. Все было обыденно, пока внезапно атмосфера не изменилась. По терминалу быстрым шагом шла высокая фигура в черной куртке, маске и кепке. На первый взгляд он выглядел как обычный путешественник. Но те, кто знал, не спутали бы его ни с кем. Через несколько секунд по толпе пронесся шепот: «Это Чингук, да?» И это был Чингук из BTS, человек, чей голос трогает миллионы, чье присутствие доминирует на мировых сценах. Теперь он спокойно проходил по аэропорту, сжимая в руках проездные документы. Но тут внимательный фанат заметил нечто. Клочок бумаги в его руке, размытый, почти нечитаемый, казалось, указывал на рейс в Москву. Одна единственная деталь, размытая, но достаточно значимая, вызвала волну домыслов по всему миру. Почему? Россия. Главный вопрос. Почему Россия? Из всех мест, куда мог бы поехать Чингук, почему? Именно это? Фанаты и аналитики начали собирать теории. Некоторые логичны, другие почти фантастичны, но каждая рисует интригующую картину. Секретный музыкальный проект. Россия является родиной некоторых из величайших в мире оркестров, симфоний и классических музыкальных традиций. Может быть, Чингук работает над особой записью, возможно, смешивая к-поп с русским классическим искусством. Мысль о его золотом голосе, парящем рядом живым российским оркестром, вызывает мурашки по коже. Глобальная модная компания, Джон Кок не новичок в мире моды. Люксовые бренды выстроились в очередь, чтобы сотрудничать с ним, и Россия с ее культовой архитектурой и уникальными пейзажами предлагает потрясающие фоны. Красная площадь, освещенная ночью, замерзшая красота Санкт-Петербурга или Зимний дворец. Представьте себе Джон Кок в центре таких сцен. Крупное культурное сотрудничество. Возможно, это не только музыка или мода. Возможно, Джон Кок является частью чего-то большего. Проект культурного обмена, фестиваль или даже документальный фильм, связывающий миры к-поп и российского искусства. Что-то сугубо личное. Конечно, есть и другая сторона, которую стоит рассмотреть. Возможно, это вообще не связано с работой. Возможно, Чингук просто выбрал Россию как место для покоя.
уединение и вдохновение. В конце концов, даже мировые суперзвезды — люди, которым нужно время, чтобы сбежать. Перезарядиться и подышать воздухом. Бурная реакция ARMY. Как только появились новости, ARMY по всему миру взорвали интернет. В Твиттере хэштег «Решетка Джонкук» в России взлетел на первое место по всему миру. За считанные часы. Твиты сыпались один за другим, одни полные восторга, другие — теории. В ТикТоке редактирование множилось. На некоторых был показан Чингук, идущий по Красной площади в Москве, вокруг него падает снег. Другие представляли его выступление под северным сиянием Сибири. В Инстаграме российские фан-базы приветствовали его с распростертыми объятиями. Чингук, добро пожаловать в Россию, Чингук. Даже мировые СМИ не смогли устоять. Появились статьи с заголовками вроде «Джункук привозит К-поп в Россию». Загадочный переезд звезд BTS вызвал ажиотаж в культуре. Волновой эффект был неоспорим. Ходили слухи, что Чингук. Пункт назначения стал предметом глобального обсуждения. Теории становятся все более дикими. А затем появились теории Уайлдера. Некоторые фанаты предположили, что он находится на секретной дипломатической миссии, представляя Южную Корею на культурных переговорах. Другие считали, что он тихо снимает документальный фильм, прослеживающий историю музыки на разных континентах. И, конечно же, игривая сторона ARMY вмешалась, заявив, что Джонкук был в России просто чтобы попробовать местные блюда, такие как барч, пелморн или посмотреть футбольный матч с высокими ставками. Каждая возможность, независимо от того, насколько она реалистична или нелепа, только добавляла растущего напряжения. История сюрпризов Чингука. И если задуматься, эта тайна идеально совпадает с личностью Чингука. Он всегда был полон сюрпризов. Выпускает каверы на песни без предупреждения. Проводит прямые трансляции в неурочное время, появляется в неожиданных местах. Это часть того, что делает его тем, кто он есть. Джонкук процветает за счет тайны, за счет элемента неожиданности. И, возможно, это внезапное путешествие в Россию — всего лишь очередная глава в его книге неожиданных переездов, карьеры или личной жизни. Но давайте не будем забывать о чем-то важном. Несмотря на всю свою славу и достижения, Чингук остается человеком. За вспышками фотоаппаратов и громкими возгласами ликования скрывается молодой человек, которому иногда просто хочется покоя. Может быть, Россия с ее бескрайними просторами, историческими городами и заснеженным спокойствием — это просто место, которое он выбрал для отдыха и размышлений. Возможно, вдохновение лучше всего приходит вдали от хаоса славы. И ARMY, будучи любящим фандомом, это хорошо знает. Вот почему даже среди всего этого шума звучат слова уважения. Какова бы ни была причина. Мы с тобой. Чингук. Россия и К-поп. Редкая связь. Чтобы сделать это еще более захватывающим, давайте рассмотрим то, о чем редко говорят. Связь между Россией и К-поп. В то время как К-поп доминирует в большей части Азии, Америки и Европы, Россия всегда была уникальным рубежом. Российские фанаты страстны, преданы и жаждут большего. Тем не менее, немногие крупные звезды К-поп отважились отправиться туда с проектами. Если Джонкук действительно отправляется в Россию, это может стать историческим мостом между двумя мирами, современной поп-культурой Кореи и многовековым художественным наследием России. Представьте, как Джонкук записывает музыкальный клип, используя величественную архитектуру Москвы в качестве своей сцены. Представьте, как он
Сотрудничает с российскими музыкантами, смешивая Восток и Запад в одном незабываемом выступлении. Возможности безграничны. Завершение, которое оставляет вопросы. Итак, вот мы здесь. Армейский Джанкук. Замечен в аэропорту с таинственным билетом, породившим слухи о поездке в Россию. Это ради грандиозного проекта, культурного обмена, глобального сотрудничества, которое в очередной раз побьет рекорды? Или это что-то более простое, что-то более тихое, личное путешествие вдали от центра внимания, где Джон Как может просто быть самим собой? Правда пока остается скрытой. Но если мы что-то и знаем, так это вот что. Каждый шаг Джон Ка вызывает внимание всего мира. Его выбор, его тайны, само его присутствие, каждое мгновение ощущается как история, разворачивающаяся на наших глазах. Золотой МСН, всемирная икона, загадка в движении. Джанкук напоминает нам, что иногда вопросы без ответов оказываются самыми важными. Итак, Арми, что вы думаете? Действительно ли Джанкук отправляется в Россию на секретную миссию? Или нас ждет еще один сюрприз? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже, ведь ваши голоса делают эту историю еще более живой. Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться, чтобы не пропустить следующие обновления этой разворачивающейся тайны. До скорой встречи, будьте любопытны, вдохновляйтесь и оставайтесь на связи.